Всем привет, друзья! Сегодня будем делать крашенки на Пасху. Будем делать все двумя разными способами. Первый получится у нас в виде мраморных яиц, а второй более простой способ, но сделаем с разными красивыми узорами. Для более простого способа в кастрюльку отправляем луковую шелуху, так чтобы кастрюлька шелухой была заполнена полностью доверху. Затем луковую шелуху нужно залить кипятком. Кипятку нужно налить ровно пол кастрюли, можно чуть больше. Накрываем крышкой и отставляем примерно на 1 час, чтобы луковая шелуха отдала свою краску в воду. Для чуть более красивого узора, это будем делать мы мраморные яйца, нам нужно взять луковую шелуху и вот так вот ножницами постараться ее измельчить. Делайте разных размеров вот эти вот кубики, квадратики, треугольники, все как у вас получится. Смотрите, примерно для окраски 5 яиц мне понадобится луковая шелуха из 2-3 луковиц. Ну и вот как-то так у вас должно будет получиться измельчить луковую шелуху. Далее нам понадобится обыкновенный лист бумаги А4. С него нужно будет отрезать 2 полоски с шириной примерно 1,5-2 см. Затем вот эти 2 полоски мы будем измельчать ножницами точно так же, как вы измельчали луковую шелуху. Измельченный лист бумаги мы также будем отправлять в тарелку к шелухе. Измельченную бумагу и шелуху нужно хорошо в тарелке перемешать, чтобы все распределилось равномерно по всей тарелке. Далее в эту же тарелку нужно добавить 1,5-2 столовые ложки чая каркаде. И вот эти вот лепестки или же бутоны, их тоже нужно постараться хорошо измельчить. Если вам будут попадаться слишком жесткие и большие куски бутонов, их нужно будет убрать, чтобы они не повредили вам в дальнейшем саму оболочку яйца. Ну и после того, как вы сделали заготовку под мраморные яйца, нам понадобятся женские чулки. Их нужно нарезать на вот такие вот небольшие полоски. Полоски нужно нарезать такой длины, чтобы в них можно было легко завернуть одно куриное яйцо. Затем берем одну полоску, стараемся ее разровнять. И на эту полоску более-менее равномерным слоем нужно выложить вот так вот луковую шелуху с измельченной бумагой и чаем каркаде. Берем одно яйцо, укладываем вот так вот по центру этой полоски и стараемся аккуратно завернуть все в этот чулок, так чтобы нигде не осталось просвета и чтобы ничего у нас не повысыпалось из этой полоски. Затем в яйцо, в эту полоску из чулка заворачиваем так, как будто бы конфету. И смотрите, пока вы еще плотно все не завернули, все, что у вас есть внутри, оно хорошо двигается. Его можно равномерно распределить полностью по всей поверхности яйца. Чем хаотичнее все будет сделано, тем более красивый узор в итоге получится. Самое главное, не старайтесь, чтобы полностью вся поверхность яйца была хорошо покрыта вот этим всем. Нужно оставить также белые просветы. Далее берем нитку и делаем примерно 8-10 плотных оборотов вокруг хвостика из чулка. Затем нитку завязываем так, чтобы ничего нигде не размоталось. Сам длинный хвостик нужно отрезать, но так, чтобы остался более короткий, чтобы нитка не развязалась. И точно таким же образом делаем столько яиц, сколько вы для себя захотите покрасить. Я приготовил 5 штук. Далее берем кастрюлю с холодной водой, добавляем в нее пол столовой ложки соли и 2 столовые ложки уксуса. Берем зеленый краситель, можно брать как пищевой, так и специальный для покраски яиц. Добавляем его в кастрюльку с водой, и тут все зависит только от вас, сколько красителя нужно добавить. Чем больше вы добавите красителя в воду, тем более выраженным будет цвет покраски яйца. Берем ложку и хорошо все перемешиваем. И сразу же в холодную воду отправляем полностью все яйца, которые вы для себя приготовили. Устанавливаем кастрюлю на плиту, включаем средний огонь и дожидаемся до тех пор, пока вода не закипит. Как только вода закипит, огонь делаем чуть ниже среднего, и в таком вот виде яйца нужно будет прокипятить примерно 7-10 минут. Через 7 минут снимаем кастрюльку с яйцами с плиты и сразу же, пока они еще горячие, достаем их в отдельную тарелку, застеленную салфетками или же бумажным полотенцем. Дожидаемся, пока яйца полностью остынут, а затем мы посмотрим, что же у нас получилось. Пока первые яйца у нас будут остывать, мы приготовим еще несколько красивых оригинальных узоров на яйца. Берем тот же кусочек чулка, насыпаем в него немного риса и точно таким же образом, как мы завязывали первые, завязываем эти, только рис нужно будет распределить равномерно по всей поверхности яйца. На следующее яйцо мы возьмем 2 листика петрушки, смоченных в воде, приклеим их на яйцо и точно таким же образом нужно будет завязать в полоску из чулка. Несколько яиц можно будет завязать просто в медицинский бинт в виде сетки, который натягивают наверх на медицинские повязки. Должен получиться необычный красивый узор.
Ну и вот посмотрите, я приготовил 5 яиц. Одно с петрушкой, одно с укропом, одно яйцо с рисом и 2 яйца вот так вот сделал в медицинский бинт сеткой. Если вы посчитаете, что у вас будет еще более какой-то красивый узор, его можно будет точно так же сделать. Отправляем вторую порцию яиц, ту, что мы приготовили, в ту шелуху, которую мы в начале ролика настаивали на кипятке. Смотрите, какой уже ярко выраженный цвет. Все яйца отправляем в кастрюлю, которая еще не установлена на огонь, и немного их прикрываем той шелухой, которая уже есть в кастрюле, так, чтобы они были хорошо покрыты и водой, и шелухой. Затем включаем огонь, дожидаемся, пока все закипит, и кипятить будем 5-10 минут. Все зависит лишь от того, какого состояния вы хотите добиться, чтобы у вас получился желток. Либо жидким, либо густым. Соответственно, если жидким, значит 5 минут нужно будет кипятить. Если же, чтобы был густым, значит около 10 минут. Ну а после того, как ваши яйца прокипятятся примерно 5-10 минут, аккуратно достаем их из кастрюльки с шелухой и отправляем в тарелку с холодной водой. Итак, первая партия яиц у нас уже остыла. Нам понадобится тарелка с холодной водой, на всякий случай. Срезаем аккуратно чулки, в которые мы заматывали яйца. Все это нужно будет выбросить. Ну а сами яйца, если шелуха плохо отстает, просто смачиваем в холодной воде. И вот таким вот образом будем убирать полностью всю покрытую шелуху. И посмотрите, какой красивый и необычный узор получается. Таким вот образом достаем полностью все яйца, и у вас получится каждое яйцо со своим узором. У вас не получится ни одного одинакового яйца. Ну что ж, первые 5 яиц мне очень понравилось, как все получилось. Получилось необычно и очень-очень красиво. Вторую порцию из 5 яиц мы точно так же освобождаем от чулков и от тех вот наклеек, узоров, которые мы приклеивали к яйцам. Ну что ж, друзья, вот так вот у меня получилось сегодня сделать 10 крашеных яиц. Первый ряд получился более свежий, более новый способ, такой вот красивый. Получились яйца в виде мрамора. Необычно, но, как по мне, очень-очень красиво. Второй вариант более легкий, более привычный для нас, так как мы просто красили когда-то яйца просто в луковой шелухе, без всяких узоров. А сделать вот такие вот необычные узоры получится более оригинально и более красиво. Ну и в самом конце, чтобы придать яйцам блеск, чтобы выглядели они еще более красиво, берем немного ватного тампона или же салфетку, смачиваем это все немножечко, чуть-чуть совсем в подсолнечном масле, натираем каждое яйцо, и получится у вас все необычно, но очень-очень красиво. Ну что ж, друзья, на это у меня на сегодня все. Если вам понравились вот такие вот два способа сделать красивые крашенки на Пасху, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставляйте комментарии, каким способом делаете вы красивые крашенки на Пасху. И возможно именно по вашему комментарию я сделаю еще один ролик с более красивыми узорами. Ну а мы с вами, как всегда, встретимся в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!